У серийника Доната Беланчо очень много имен. Сам он предпочитал называть себя Вальтер. А журналисты придумали для него целую коллекцию прозвищ. Лигурийский монстр, охотник за проститутками, убийца из поезда. Вот только некоторые из них. Кто бы ни рассказывал о нем, не преминет подчеркнуть, что речь идет о самом результативном маньяке Италии. 17 жертв всего за полгода, а между некоторыми из его преступлений проходило всего пара дней. Говорят, он прожил 3 жизни. Он сам утверждает, что в нем было 2 человека. Ему провели 13 психиатрических экспертиз и приговорили к 13 пожизненным срокам. Из всех серийников, которых я знаю, он кажется мне самым необычным. И, возможно, посмотрев это видео, вы со мной согласитесь. Однажды в Италии. Донато Беланчо родился в 1951 году в самом бедном регионе Италии Базиликате. Детство было самое подходящее для будущего маньяка. Маленького Доната постигала одна психологическая травма за другой. Он был слабым, маленького роста и плохо играл в футбол, так что популярность среди сверстников завоевывать ему было нечем. Родители, которых он считал настолько глупыми, что мозги обоих легко уместились бы в кружочек конфетти, постоянно ссорились. Когда Доната был еще малышом, семья перебралась на север, в Геную, где жили богаче и сытнее, но мигрантов с юга не жаловали, так что среди сверстников мальчик стал изгоем. Видимо, от стресса он долго мочился в постель. Для борьбы с проблемой мать не нашла ничего лучше, чем унижать пацана. Каждый раз, вывешивая мокрый матрас на просушку, она громогласно сообщала, что это опять случилось. Так что в курсе были и соседи, и одноклассники Доната. Не лучшим образом вел себя и отец. Из-за астмы мальчик принимал гормональные препараты, видимо, по этой причине у него недоразвился пенис. Мудрый папа всячески потешался над этим. А однажды в присутствии 3 двоюродных сестер стащил с него трусы. Мальчишка плакал, пытался вырываться, спрятаться. Это унижение он запомнит на всю жизнь. И всю жизнь будет страдать от чувства бессилия, обиды и одиночества. Он бросил школу, не доучившись. Пытался найти себя в честном труде, к 16 годам испробовав ремесла пекаря, автомеханика и бармена. Но, по его собственным словам, настоящим призванием оказалось воровство. Начинал, как водится, по мелочи, с велосипедов и мопедов. Потом кража грузовика с рождественскими куличами панеттоне и глупейшая попытка распродать их прямо на месте у супермаркета. Первая посадка в 1972-м. В тюрьме Доната проходит школу мастерства у профессионального вора и выходит на свободу уже квалифицированным домушником, умеющим открыть любой замок. Теперь все его кражи тщательно проработаны и спланированы в нескольких вариантах, а добытого хватает на жизнь более чем роскошную. Генуя – портовый город со всеми вытекающими последствиями. В то время она полна нелегальных игорных домов, да и легальных тоже хватает. По соседству расположены Сан-Ремо, Ментон и даже Монте-Карло со своими казино. Заядлым игроком становится и Доната, а точнее Вальтер. Так всегда представляется ненавидевший свое настоящее имя Беланчо. Рулетка, карты, кости, Вальтер очень азартен. Играет по-крупному. Ставка в 40 миллионов лир – обычное дело, выигрыш 200 миллионов тоже, как, впрочем, и проигрыш. Карточные долги он всегда отдает, поэтому красть приходится часто и тоже по-крупному. Поначалу он работает с сообщниками, но однажды случайный подельник сдает его. И, отсидев 2 года, он выходит на свободу с твердо выученным уроком всегда работать только одному. И не только работать. Всю свою жизнь Донато Беланчо был одинок, хотя всегда искал близости. У него была девушка. То ли он бросил ее из-за своих комплексов, то ли она его из-за них же. Факт, они расстались, и это был единственный случай серьезных отношений с женщиной в его жизни. Из всей семьи близок он был только со старшим братом по годкам Микеле. Но в 1987 году, в день, когда жена Микеле оформила развод и отсудила у него 4-летнего сына, тот взял этого самого сына на руки и бросился с ним под поезд. Доната пригласили на опознание. Говорят, с тех пор он боялся крови. И именно с того дня ненавидел поезда и женщин.
Может и так, но пока ни во что, кроме острого чувства одиночества, эта ненависть не выливается. В 90-м он попадает в серьезную аварию, в несколько дней проводит в коме с травмой головы. Но и после этого никаких кровожадных наклонностей никак не проявляет. Все, кто знал Вальтера лично, в один голос утверждают, он никогда не был не то что агрессивным, даже просто конфликтным. Он любил животных, и животные любили его. Элегантный, с прекрасными манерами, душа компании. В казино его обожали. Азартный игрок, он всегда платил по долгам, да к тому же постоянно угощал ужином и напитками всех знакомых и незнакомых. Он и сам понимал, что таким образом пытается купить симпатии людей. Но его это устраивало, он привык платить за любовь. И вполне возможно, что так прошла бы вся его жизнь, но в 97 году, когда Беланчи было уже 47 лет, случилось событие, которое, по его же собственным словам, сделало из него серийного убийцу. Этим событием стало предательство. Друг Маурицио Паренти, соучредитель подпольного казино, заманил Вальтера в игру, и, сговорившись с компаньоном Джорджо Чентанарой, они развели его на проигрыш очень крупной суммы. А Беланчи случайно услышал в туалете их разговор о том, как удачно они пощипали очередного простака. Потом Донато рассказывал, услышав, как тот, кого он считал ближайшим другом, называет его цыпленком для ощипывания, он потерял дар речи, его голову будто опоясывало раскаленным обручем, и в ней случился пататрак. Проплакав всю ночь от обиды, Беланчи решил, эти двое должны умереть. Первым стал Чентанара. Под предлогом поиграть Вальтер зашел к нему в гости. Угрожая револьвером Смит-Вессом, он заставляет его раздеться до белья, приматывает к стулу скотчем, рассказывая в процессе, за что это наказание. Закрывает одной рукой рот обездвиженного пленника, пальцами другой зажимает ему нос, а когда тот перестает биться, проверяет, действительно ли тот умер, ударив ногой в мошонку. Потом он снял скотч и ушел, не забрав даже $1500, лежащих на столе. Обнаружив, что ничего не пропало, полиция сделала вывод, что смерть естественная. Патологоанатом заключил, что у погибшего случился инфаркт, поэтому копаться в поисках криминала никто попросту не стал. Уголовное дело не открывали, а журналисты не обратили на происшествие никакого внимания. Такая тишина Вальтера не устроила, он даже звонил в полицию с анонимным сообщением, что Чентанаро умер вовсе не своей смертью. Но никакого эффекта этот звонок не имел. То ли поэтому, то ли по каким-то другим причинам, но удушение как способ убийства Вальтеру не понравилось, всех остальных своих жертв он застрелил из револьвера. Следующим был второй обманщик, лучший друг Маурицио Паренти с молодой женой Карлой Скотто. Зайдя в гости, Беланчи также связал обоих скотчем, объяснил, почему он это делает, и убил их. Его выстрелом в голову, ее в грудь. В женщину стрелять пришлось дважды. После первого выстрела она не умерла, и Вальтер добил ее, чтобы не мучилась. Об убийстве Карлы он потом жалел. Говорил, что она не заслуживала такой смерти, но он не мог оставить свидетеля. Поскольку Паренти был кассиром игорного заведения, принадлежащего генуэзской мафии, эти две смерти отнесли за счет бандитских разборок. Ну а Вальтер, забрав у Паренти около 30 миллионов лир и драгоценностей на крупную сумму, он понял три вещи. Первое – убивать легко. Второе – на этом можно зарабатывать. Ну а главное, что ему это нравится. И всего через 3 дня он отправился на следующее свое дело. Переодевшись почтальоном, Беланчи позвонил в дверь пожилой четы ювелиров и сказал, что принес заказное письмо под роспись. Его пригласили в гостиную, усадили на диван и даже хотели выдать чаевые. Тогда он достал свой Смит-Вессон и потребовал ключ от сейфа. Сеньора начала кричать домработнице, чтобы та вызвала полицию, но перепуганная женщина вместо этого спряталась на балконе. Вальтер разозлился. Он всегда злился, когда считал, что его пытаются обмануть. Застрелил хозяйку в грудь, ее мужа, попытавшегося уползти в другую комнату, чтобы добраться до собственного пистолета в спину. И то ли по забывчивости, то ли под впечатлением ушел, не взяв ничего. Так он понял, что убивать он любит даже больше, чем деньги. Потом была пауза целых 17 дней. А 13 ноября Беланчи убил валютчика Лучано Марро.
забрав у него 45 миллионов лир. К месту преступления он приехал на только что купленном новом черном «Мерседесе», к которому он будет трепетно привязан, и из-за которого в итоге и погорит. Снова перерыв в 2,5 месяца, а потом охранник Джанджорджо Кану. Вальтер, бывший вор-домушник, естественно, не питал теплых чувств к сторожам, особенно после того, как один из них во время ограбления ранил его из стабильного оружия. Но этому охраннику не повезло особенно, он оказался еще и внешне похож на так насолившего Биланча Джорджо Чентанара. Да к тому же на кузове машины Кану был номер 32, который Донато считал для себя счастливым. Здесь он сделал еще один шажок к выработке своего почерка. Заставил Кану накинуть себе на голову куртку. Итак, Донато Биланчи не любил крови и не мучил своих жертв. Он даже не хотел смотреть, как они умирают. Похоже, все, что ему было нужно, это почувствовать власть. Его блаженство состояло в том, что он мог решать, кому жить, а кому умереть. И он решил, что теперь умирать должны проститутки, желательно иностранные. Первой была албанка Стелла Труя, настоящее имя Альмерина Бадеджани. Вальтер был ее постоянным клиентом, так что она без страха села в его машину и поехала, куда он захотел, на берег моря неподалеку от дома его родителей. Там после быстрого секса он предложил ей выйти из машины и взглянуть на море, а сам накинул девушке полотенце на голову и выстрелил. Это случилось 9 марта 1998 года, а 18 марта настала очередь украинки Людмилы Зубсковой. Другая национальность, другой цвет волос, другая масть в общем. Сценарий почти тот же. Предложил крупную сумму, привез на море, по-быстрому поимел, заставил выйти из машины и встать на колени. Потом куртка на голову и выстрел в затылок. Родственники отказались забирать тело Людмилы. Оно пролежало в морге 3 месяца, пока приходской священник не собрал по людям деньги на похороны. Дальше Биланчи сделал небольшой перерыв в работе с дамами. Нужны были деньги, и он нашел очередного валютчика Энцо Горни. Вошел к нему в обменник и потребовал отдать выручку. Горни сначала попытался соврать, что в помещении только один сейф, потом дотянуться до пистолета. Как уже говорилось, Биланча очень не любил, когда его пытаются переиграть. Со злостью он высадил в менялу весь барабан. 5 пуль достигли цели, 1 попала в грудь и 4 в голову. Убегающего преступника увидел брат погибшего, он помог составить его фоторобот. Впрочем, не первый, Вальтера видели и описывали уже не раз. Но ему везет, и кроме этого фоторобота у полиции нет никаких зацепок. Они пока даже не знают, что в последних громких делах Лигурии задействован один и тот же пистолет. Кстати, о везении. Украденные в обменнике Горни деньги Вальтер в тот же вечер отвез в казино в Сан-Ремо. В самый последний момент, когда ставки уже закончили принимать, бросил фишки на стол и сорвал банк. На следующий день он под своим собственным именем преспокойно поменял франки на лиры по настоящему паспорту. А всего через 3 дня вернулся к любимому делу – убийству проституток. Вот только на этот раз случилась осечка. То ли Донато исчерпал свой недельный лимит удачи, то ли фортуна больше симпатизировала его жертве. Латиноамериканка Лорена, настоящее имя Джулия Кастро, похоже, родилась в рубашке. Правда, рубашка эта была мужской, от рождения Лорена была мальчиком, но потом сменила пол. Когда Биланча вывез ее в безлюдное место за город и остановил машину так, чтобы пассажиру было невозможно открыть дверцу, Лорена насторожилась. Она попыталась успокоить подозрительного клиента, договориться с ним, соблазнить наконец. Ничего не вышло, как не вышло достать из сумки газовый баллончик. И тут, по какой-то невероятной случайности, к ним подъехала машина частной охраны. Теперь настала очередь Донато договариваться с опасностью, но Лорена сорвала переговоры, во все горло заорав, что у ее клиента пистолет и он сумасшедший. Охранникам это не помогло, Биланчи застрелил обоих. Но пока он этим занимался, Лорена выбралась из машины и побежала. Он погнался за ней, догнал, они упали. Лорена отчаянно дралась, но все же он одолел ее, сев сверху, приставил пистолет к голове. Осечка. В барабане закончились патроны. Лорена получает удар и притворяется мертвой. Биланчи идет к машине, перезаряжает оружие,
добивает агонизирующих охранников и опять возвращается к Лорене. Та слышит приближающиеся шаги, подпускает его к себе и, схватив за ноги, валит на землю. Новый раунд борьбы в партере закончился тем, что Лорена получила пулю в живот. Она не почувствовала боли, только как одежда намокла горячим. Еще 3 удара рукоятью пистолета по голове, и, наконец, будучи уверенным, что она больше не дышит, он оставляет ее, садится в свой черный «Мерседес» и уезжает. А раненая Лорена доползает до машины охранников и по их переговорному устройству сообщает о случившемся. Ей даже не сразу поверили, слишком невероятным выглядел рассказ. Но все же помощь выслали, и девушка была спасена. Так полиция получила еще один фоторобот, описание машины маньяка и ее номера, но Беланчи не думал останавливаться. Через 5 дней он снова вышел на охоту, жертвой которой стала чернокожая проститутка из Нигерии Тесси Адода. А еще через 5 дней он решил, видимо для разнообразия, навестить не иностранку, а итальянку, оказывающую интимные услуги не на улице, а на дому. Честь выпала Луизе Чиминьелло. Беланчи пришел к ней, как обычно проверил пути отхода и достал пистолет. А Луиза достала портрет своего племянника и, соврав, что это ее сын и что у него нет отца, начала умолять клиента не оставлять ребенка круглым сиротой. Донато Беланчи очень любил детей. Он извинился, ушел и больше не появлялся на горизонте Луизы, лишь позвонил на следующий день, чтобы попросить не заявлять в полицию. Как он сказал потом, он будто увидел на этой фотографии себя. Сказал, что хотел убить проститутку, но получилось так, будто это она его убила. Сказал, что никогда не причинил бы зла ребенку. Но, по злой иронии судьбы, сделал это всего через 9 дней, пусть и не зная о том. 12 апреля 1998 года пришлось на Пасху. Молодая медсестра Элизабета Дзапетти, работавшая в онкологической клинике в Милане, согласилась подменить коллегу в ночную смену. На тот момент она с семьей отдыхала в Лигурии, так что сразу же после праздничного обеда ей пришлось оставить расстроенного мужа и плачущую дочку и отправиться на вокзал. Чтобы порадовать любимую жену, муж купил ей билет 1 класса. Если бы он знал, что именно в этом, практически пустом в праздничный день вагоне, Донато Беланчи станет искать свою новую жертву. Он дождался, когда женщина пошла в туалет, открыл дверь заранее заготовленным ключом, который был у него с собой, набросил ей на голову ее же куртку и застрелил. Забрал из сумочки билет, чтобы не ехать зайцем, вышел из поезда и пересел на обратный. Об этом преступлении Беланчи жалел, он не думал, что оказавшиеся в поезде в день Пасхи женщины могут быть дети. Потом, всего лишь через 2 дня, снова была уличная проститутка, македонка Кристина Валла. И хотя до этого были подозрения, что дело в мафиозных разборках, теперь, поскольку во всех случаях использовалось одно и то же оружие, всем становится ясно – речь идет об одиночке, самое подходящее название которому – лигурийский монстр. Широкий профиль, множество имен, убийца проституток, сторожей, валютчиков. Через 4 дня после Кристины, 18 апреля, он стал убийцей из поездов. Снова не повезло обычной молодой женщине, бэбиситеру Марии Анджеле Рубино. Все та же схема. Туалет, пиджак на голову, выстрел. Но потом, чтобы продемонстрировать свое презрение к женщинам, Беланчи решил оживить ритуал, помастурбировав над телом. Это оживило и расследование. Теперь у полиции был биологический материал монстра для ДНК-экспертизы. Правда, самого монстра у них на горизонте пока не было, а вот выстрелы из его пистолета раздавались с устрашающей частотой. Всего через 2 дня, 20 апреля, он убил заправщика Джузеппе Милета за то, что тот отказался налить ему бензина в кредит. Вальтер рассвирепел и всадил 5 пуль в голову осмелившемуся перечить ему несчастному. На этом список жертв лигурийского монстра заканчивается. Удивительно, но заядлый игрок, привыкший жить на широкую ногу и угощать всех подряд, погорел на экономии.
Донато Беланчо не любил платить за проезд по платным дорогам. На своем «Мерседесе» он пристраивался в хвост другой машине и таким образом проскакивал шлагбаум. Обычно за это выписывался штраф, но приходил он на имя хозяина машины Пино Манелло. Беланчо же при покупке «Мерседеса» заплатил лишь часть суммы и был должен продавцу. Поэтому машина осталась зарегистрирована на прежнего владельца, а новый ездил по доверенности. Получив штрафов на кругленькую сумму, Манелло подумал, что, возможно, это было не таким уж удачным решением. А потом он заметил, что пункты оплаты, за нарушения в которых приходят квитанции, странным образом оказываются в местах, где в то же самое время происходили убийства. Сообразив, что штрафы, похоже, теперь не самая большая его проблема, он помчался к адвокату и под руку с ним в полицию, где и обнаружилось, что кроме совпадения марки машины, еще и лицо покупателя вполне себе подходит под фоторобот маньяка. По указанию следователей, Манелло назначал Беланчо встречи в баре, якобы по поводу завершения сделки. Главным результатом этих встреч стали чашка из-под кофе и окурок сигареты предполагаемого монстра. Эксперт-генетик работал сутками, чтобы как можно быстрее сравнить образцы, и таки получил подтверждение. ДНК Донато Беланчо полностью совпадает с извлеченной из спермы, которую собрали на теле Марианджело Рубино. Хоть и не зная об этом, но Вальтер нервничал. Ему мерещились преследующие его тени, он готовился бежать и уже собрал сумку. Не успел. Его арестовали 6 мая, когда он, сдав анализы, выходил из госпиталя. Испугавшись, что это киллеры мафии явились по его душу, вначале он пытался сопротивляться. Но, как только понял, что перед ним представитель закона, сразу же успокоился, сдался и даже сделал полицейским комплимент за отлично проделанную работу. Несколько дней он молчал, высаживая, как обычно, по 3 пачки Мальборо в день. А потом, своим страшным хриплым голосом прокопченного насквозь курильщика, начал говорить. Ему вменялись лишь 8 эпизодов. Он подробно рассказал обо всех 17, включая самый первый, который даже не числился криминалом. Но предстать перед судом лично он отказался. То ли боялся посмотреть в глаза родственникам погибших, то ли не хотел принимать участие в заведомо проигранном турнире. За все жизни, которые отнял, Донато Беланчо был приговорен к 13 пожизненным срокам. Плюс 16 лет за покушение на Лорену. 3 первых года он обязан был находиться в изоляции. Серийные убийцы вообще очень особенные люди, но даже среди них лигурийский монстр выделяется. Он не был садистом, ему не нравилось наблюдать мучения людей, а вида крови он попросту боялся. В его преступлениях не было сексуальной подоплеки. Даже когда он занимался со своими жертвами сексом, это не входило в сценарий убийства. По-настоящему его интересовало только ощущение могущества и контроля. Все, чего он хотел, это власти над жестоко обошедшимся с ним миром и мести ему. До 47 лет Беланчо и мухи не обидел. И кто знает, как сложилась бы его судьба, не подслушая он тогда разговор оказавшихся предателями друзей. Он рассказывал о себе, что в нем будто жили 2 разных человека, и в какой-то момент один взял верх над другим. Что он хотел убить себя, но ему не хватало смелости. Что когда он злился, его голову будто охватывал раскаленный обруч. Вполне себе версия для симуляции душевного расстройства. В отношении него было проведено 13 психиатрических экспертиз. Все заключения были очень глубокомысленные, но, к сожалению, мало понятны в ответе на вопрос, почему же он начал убивать. Потому что внутри себя он уже был мертв. Один из таких ответов. Впрочем, неважно, все экспертизы, как одна, признали Донато Беланчо вменяемым. И он отправился отбывать свой бесконечный срок. Судьба Донато Беланчо в заключении тоже не совсем обычна. В первое время, правда, как и большинство серийников, он продолжал лелеять свой нарциссизм. Написал письмо папе Римскому с просьбой о благословении. Предлагал знаменитому журналисту Энцо Бьяджи взять у себя интервью. Просил одного из самых востребованных и дорогих адвокатов защищать его за карамельку. Адвокат, кстати, сначала согласился, но на определенном этапе процесса решил, что сотрудничество как-то не складывается. Отказался от работы и вернул оплату.
Естественно, положение у сидельца с таким послужным списком было не самым лучшим. К тому же Беланчо, на свободе бегавший одиноким волком, остался им и в тюрьме. Но после 10 лет заключения что-то начало меняться в черной душе монстра-одиночки. Он занялся образованием, учил иностранные языки. В 2016 году, защитив диплом бухгалтера, продолжил учебу и поступил в университет на специальность управления культурным туризмом. Посещал мессу. К сожалению, не сохранились записи, где Беланчо своим по-звериному рычащим голосом поет «Аве Марию». Но главное, он помогает другим. Каждый месяц он отправляет деньги из своей пенсии сиротам и еще одной женщине с Сицилии, которая в одиночку растит 3 детей-инвалидов. И помогает не только деньгами. Он пишет своим подопечным письма, в которых старается дать так недостающее им человеческое тепло. Никто никогда не узнает, насколько искренним был лигурийский монстр в своем раскаянии. Большинство психиатров считает, что такие, как он, не меняются. А приор, находящегося неподалеку мужского монастыря, с которым Беланчо общался лично и в письмах, считает, что Донато искренне хотел восстановить поруганную им человечность и вернуться к Богу. После 22 лет в тюрьме, в декабре 2020 года, не дожив до 70 лет, Донато Беланчо умер от осложнений коронавируса. От лечения он отказался. Незадолго до его смерти в реанимации оказалась и его подопечная из Сицилии. Раскаявшийся грешник обратился ко Всевышнему с молитвой, чтобы тот забрал его, сохранив жизнь несчастной женщине. Здесь очень хотелось бы сказать, что обмен состоялся и мать 3 детей выжила, но, к сожалению, исход ее истории неизвестен. Однажды бывший серийник рассказал тюремному капеллану, что, несомненно, попадет в ад. Но перед тем, как отправиться туда, он хотел бы попросить у Бога всего несколько минут, чтобы встретиться с теми, кого он убил, и попросить у них прощения. На его похоронах вокруг гроба было поставлено 17 стульев, на каждом табличка с именем одной из его жертв. Кто знает, простили ли они лигурийского монстра. Ученые ищут ответ на вопрос, как человек становится маньяком. И история Донато Беланчо, до зрелого возраста никогда не проявлявшего склонности к насилию, и вдруг словно с цепи сорвавшегося, и всего за полгода побившего рекорд страны по скорости уничтожения человеческих жизней, проще эту задачу не делает. Один из психиатров решил этот парадокс так. Донато Беланчо – олицетворение простого и страшного факта, что убивать может абсолютно любой из нас. Достаточно просто начать. Однажды в Италии